Всем привет на моем канале. Сегодня у нас будет продолжение банкета. Но конкретно я буду готовить курицу в маринаде и картофель. Курица не целиком, а куриные ножки. Тефаль у нас электрогриль OptiGrill Plus XL. Самая большая модель, которая существует. Обзор есть на моем канале. Просьба постоянно не записать в комментариях, где обзор. Ссылка в описании, либо в правом верхнем углу. Сейчас можете кликнуть и перейти туда. Ну что нам для этого нужно? Курица, специи, картошку мы потом постругаем и приготовим, и заложим все это в гриль. Не знаю, как все это дело будет выглядеть. Я первый раз готовлю на электрогриле. Посмотрим, что это получится. Надо было, в принципе, обмыть. Ну, либо водочкой, либо хотя бы пивом. Ну, я думаю, это потом наверстаем. Для начала, я думаю, надо слить воду хотя бы. Так, вот курица у меня вот здесь лежит, куриные ножки. Вода уже светлая, кровь вышла. Сливаем воду. Будет немножко по суше, потом будем готовить маринад. Так, вода слита. Потрясем слегка. Есть контакт. Так, дальше что мы будем делать? А дальше надо будет приготовить закладку чеснока. Я возьму головку чеснока, одну дольку. Долька у меня достаточно крупная, и пошинкую его ножом. Сейчас покажу как. Итак, вот головка чеснока, долька, надо его почистить по-быстренькому. Чеснок можно, в принципе, потереть на терке. Есть такие маленькие терочки для имбиря. Ну или чеснок можно также. Можно в чеснокодавке, даже вместе с шелухой. Шелуха остается в чеснокодавке. И сам чеснок выдавливается, и можете вот этот чеснок применить к маринаду. Я решил в этот раз пошинковать его ножичком. Сейчас покажу как. Многие, я думаю, не умеют, или просто боятся вот так делать ножом. Вот, видите, быстро стругается на дольки. Дольки готовы. И сейчас еще раз пройтись по этим долькам, пошинковать помельче. Ничего страшного нет. Пальцы целые. Чеснок пошинкован. Вот так делается. Учитесь, господа, кто не умеет. Я как-то знакомым показывал. Даже отвернул голову и шинковал чеснок. Люди были в ужасе, как я оставил пальцы целыми. Так, чеснок готов практически. Сейчас последний штрих, как говорится, и добавим к маринаду. Вот он готов. Так. Наша курица. Добавляем туда чеснок. Так, есть. Так, теперь добавим другие специи. Что у нас тут есть? Так, есть кориандр с чили. Добавим его туда. Вот в такой мельнице он у меня находится. Свежепомолотый будет. Запах-то идет от кориандра. Обалдеть. Жаль, камера не передает. Классно пахнет. Так.
Так, кориандр готов. Закрываем мельницу. Следующая добавка у нас. Следующая добавка у нас будет карри. Вот. Я засыплю так вот на глаз. Карри, в принципе, можно добавлять куда угодно. В любую пищу. Очень полезно. Если кому интересно, в интернете найдете ссылку, рассказывать ничего не буду. Может быть, потом отдельное видео сделаю по карри. Так, карри готов. В принципе, с рисом тоже очень классно карри. Следующий у нас перец. Вот у меня такая большая упаковка, черный молотый перец. Перца у меня уходит много, поэтому покупаю большими упаковками. Кашу маслом не испортишь, поэтому перец, мясо перцем тоже не испортишь. Сыпем. Можно сказать, пол чайной ложки. Куриных ножек 5 штук. Теперь берем соевый соус и добавляем туда 2 столовые ложки. Примерно будет 30 грамм. В одной столовой ложке 15 грамм. Так, пробочку я забыл открыть. Так, сейчас будет все будет. Наливаем столовую ложку соевого соуса. Так, 1 ложечка есть. 2 ложечка есть. Курицу не солим, потому что соевый соус достаточно соленый. И теперь растительное масло я буду использовать оливковое. Вы можете использовать любое другое, кукурузное, подсолнечное или еще какое. Так, тоже 2 ложки, тоже 30 грамм. Так, 2 ложки залил. Перемешиваем. Вы можете использовать любую посуду, там круглую, какую угодно. Я советую, в принципе, тоже использовать пластиковый контейнер. Там любой там круглый или вот как у меня, прямоугольный с крышкой. Почему? Сейчас покажу. Ну, вот я для начала перемешаю как бы ложкой. Потом в процессе приготовления надо будет время от времени маринад перемешивать. Ну, маринуется примерно 30 минут. Ну, минимальное время. Ну, лучше, конечно, часик. Пока я буду потом шинковать картошечку, ну, чистить и так далее, маринад будет готов. Вот, закрываем крышечкой и потом вот так вот перемешиваем время от времени. Очень удобно, не надо подходить там ложкой ковырять. Поэтому советую вам тоже намотать, как говорится, на ус и делать вот так вот в пластиковых контейнерах. Так, дальше у нас что по плану? Дальше у нас по плану, в принципе, картошка. Вы пока можете покурить, а я пойду чистить картошку. Ну что, господа, картошка почищена, залита водичкой. В принципе, подготовилась. Курочка тоже, я думаю, уже мариновалась. Потому что прошло уже 40 минут. Я немножко потянул время, как говорится. Должно промариноваться. Сейчас посмотрим, как она выглядит поближе. Оба! Запах. Жалко, видео не передает запахи. Вот так выглядит курочка в маринаде. Слегка коричневой стала. Была белая. Картошка почищена. Сейчас подготовим наш гриль. Я, в принципе, буду немножко его смазывать. Для этого буду использовать растительное масло, в частности оливковое, ну и бумажное полотенце. Можно использовать туалетную бумагу, без разницы. Ну или вот кисточку, такую силиконовую. Просто пройтись по поверхности, что по одной, что по второй. Ну а полотенцем или туалетной бумагой протереть излишки.
начнем. Так, берем гриль, масло, накапаем, наверное, на туалетную бумагу, вернее, на полотенце бумажное, и потом разотрем. Вот так вот. В принципе, лучше кисточкой. Да, кисточка это лучше всего. Вверх будет сложнее. Так, льем на полотенце, макаем кисточку и протираем. Хоть и написано в инструкции готовить без масла, здоровая и вкусная еда без холестерина. Холестерин нужен организму, куда же без него. Вот так вот. Берите на заметку, господа. Силиконовой кисточкой. Ну или обычной. Можно. Если она, панель это холодная. Если горячая, то, конечно, силиконовой. Все, готово. Убираем в сторону. Закрываем масло. Следующий этап. Следующий этап, я чуть не забыл, нужно же поставить посуду для жиростекания. Вот так. Теперь все это дело надо включить. Закрываем гриль нашу. Подключаем электричество. Ну что, господа, в розетку я воткнул. Как я уже говорил в обзоре моем, провод электрический очень короткий, 70 сантиметров, поэтому используем удлинитель. В розетку воткнул, крышка закрыта. Нажимаем кнопку включения. Пикнул. И загорелось красненьким. Теперь выбираем, что мы будем готовить. Вот он побежал сканировать. На экране, наверное, не видно, как бы светло. Побежал красненькими вокруг символов. 1, 2, 3 и так далее. Побежала. То есть он предлагает выбрать программу. У нас курица, куриные ножки. Нажимаем вот этот символ. У меня там на камере увеличено. Сейчас увеличим. Вот так. Нажимаем курочку. Загорелось красным обрамление. Перестал бегать красные светодиоды. И нажимаем ОК. Вот моргает, то есть предлагает сразу нажать ОК. И загорелся кругляшок фиолетовым. Нам подсказка. Это начало приготовления. По умолчанию здесь был круг на английском языке. Я по-английски, конечно, понимаю очень хорошо, но в комплекте идут такие кругляшки на многих языках мира, в том числе и на русском. Наклейка основе. Там клейкую как бы защиту снимаете, целлофанчик. Получаем клейкую основу и приклеиваем кружок. Вот у меня, в принципе, на русском. И моргает круглый светодиод, скажем так, лампочка, подсказка фиолетовым. На дисплее написано «Начало приготовления». Сейчас я вам увеличу, чтобы видели. Вот.
В принципе, это должно занимать 4-7 минут по инструкции. Потом должен эта лампочка перестать моргать. Так, сейчас я наведусь. На камере будет видно, нет? Светловато как бы. Ну вот, наверное, видно, фиолетовым моргает. Он должен гореть постоянным и прозвучать сигнал, когда можно делать закладку продуктов. Так, отрегулируем дисплей. Ну и будем ждать. Вы можете пойти попить кофейку, чайку, что покрепче. Я поставлю при монтаже все это дело на быструю перемотку, как говорится, и сократим время, чтобы не ждать. А я засеку, в принципе, время. Ну вот, запикал. И светодиод горит постоянно фиолетовым, то есть нужно делать закладку. Еще раз встряхнем нашу корочку. Если не сделать закладку, то гриль отключится. О, заскворцало. И слегка прижимаем. Гриль автоматически определяет толщину продукта и, соответственно, выставляет время приготовления и температуру приготовления в зависимости от выбранной программы. Вот я, в принципе, засек время. Посмотрим, за сколько приготовится курочка. Немножко расскажу о инструкции. Закладку надо делать достаточно быстро. Ну, не совсем уж спешить, конечно, но по возможности. Потому что если крышка будет открыта достаточно долгое время, то гриль отключится. Что еще у нас тут? Ну все, будем ждать. Курочку будем готовить до корочки, то есть до красного сегмента. Вот до этого. Полная прожарка, написано по-русски. Я люблю хорошо прожаренное мясо. Неважно, это курица, там, говядина, баранина и так далее. Свинину предпочитаю не есть. Я не мусульманин, конечно. Больше склоняюсь к буддизму, но свинина грязное животное, стараюсь не есть. Грязное животное не потому, что оно в дерьме валяется. Грязное животное, расскажу почему, если кто не знает. Единственное животное в мире, у которых нету пота, жировых желез. То есть вот человек потеет, там другие животные потеют, и шлаки там с потом выходят через потовые железы. Но в свинье такого нету, идет все вовнутрь. Поэтому считается грязным животным. Ну, не зря, наверное, мусульмане, хоть мы их считаем недалекими, скажем так, не едят свинину. Вот вы видите на своих экранах, видимо, тоже. Сейчас я поближе покажу. Курочка работает и слегка по наклонной поверхности стекает влага, жирок и так далее. Наклон у этой модели 7 градусов вот этих панелей жаровни. Надо, наверное, было нажать ОК, я не знаю. Он, в принципе, красным горит. Хотя все горит, курица горит,
Окей, тоже красным горит. Ну вот, да. Сейчас покажу на камере. Я как бы в первый раз, извините, поэтому не в теме еще особо. Что, как, куда. Сейчас я немножко заслоню от солнца. Вот, и видите, синеньким стало, было фиолетовым. А синий у нас означает разогрев. То есть процесс пошел, ничего не остановилось. И гриль не отключилась. Дальше, по идее, должно переходить в зеленый, в желтый, потом в оранжевый. Ну и когда будет красный, я буду поднимать курицу. Между режимами должен, в принципе, по инструкции быть сигнал. То есть из фиолетового в зеленый перейдет, должен быть сигнал. И из зеленого в желтый сигнал, из желтого в оранжевый сигнал, из оранжевого в красный сигнал. Так, ставим камеру назад. Можно готовить на гриле разные продукты одновременно. Ну, вот, например, можно положить, ну вот сейчас у меня курица, курице можно положить ту же картошку было. Картошка готовится до желтого сегмента. А курица, вот, например, я хочу, чтобы было в красном сегменте, то есть полная прожарка. Что для этого делается? Дожидаемся, когда гриль перейдет в желтый сегмент, открываем, вынимаем картошку. Она готова. Закрываем опять панельки, гриль, и продолжаем готовить до той кондиции, до которой нам нужно, например, ну, в данном случае до красной. Вот так можно готовить разные продукты, у которых разные сроки приготовления. Но сейчас картошку, в принципе, неудобно ложить вместе с курицей. Почему? Потому что кусочки курицы довольно толстые. Ну, как бы там толщиной 3 сантиметра примерно. Гриль подразумевает собой, что можно готовить, ну, до 4 сантиметров толщиной продукты. У нее стоит автоматическое определение толщины, как я уже говорил несколько раз. То есть, положив курицу вот 3 сантиметра толщиной, придется туда и картошку резать 3 сантиметра толщиной. В противном случае она просто как бы свалится с наклонных панелей вот этих. Поэтому будем готовить два этапа. Сначала курочку, потом картошку. Можно, в принципе, наоборот. Картошку, потом курицу. Почему я выбрал сначала курицу? Потому что курица, ну, я хоть и смазал панельки маслом антипригарным, курица тоже содержит там жирок какой-то, он останется. Желательно после продукта приготовления любого протирать панели. Я как бы слегка протру, и потом на этот жирок как бы пойдет картошечка. Вот почему я выбрал приготовление сначала мяса, потом картошки. Ну и вам также советую. Хотя можете поставить пальцы вниз и делать все наоборот. Это ваше дело. Заставлять не буду. Так, я время засек. Посмотрим, за сколько все это дело приготовится. Потом я вам скажу. А пока включим быструю перемотку. В принципе, чтобы не терять время, порежу-ка я картошку. Гриль работает, периодически щелкает термодатчик, слышно, но в другой режим пока еще не перешло. Хотя нет, перешло в зеленый. Вы слышали, пропикал. Вот зеленый. Сейчас покажу вам на камере. А потом будем резать картошку. Так, сейчас заслоню свет солнечный. Ну вот вы видите зеленый.
В реальности он реально зеленый. На камере как бы что-то через дисплей вижу не особо. Ладно, продолжим работать. Так, картошечку я солью. И начнем нарезать. Нарезать надо по возможности максимально одинаковой толщины. Ну, конечно, сложно нарезать там строго, например, 20 миллиметров. Но будет там и 23 миллиметра, и 20, и 18, и 17. Ну, в принципе, не особо принципиально, но уже стараться. Я буду нарезать примерно 2 сантиметра толщиной. Она, когда будет жариться, она немножко еще усохнет. Ну вот один кусочек будет чуть поменьше. Да. Готово. Наша гриль перешла в другой режим, уже желтый. На камере, блин, видно почему-то оранжевый, но желтый. То есть, если бы сейчас готовилась картошка, то, в принципе, можно было бы вынимать. Но мы будем ждать оранжевого и потом красного. Вы видите, как бежит жирок. Ну и соки от курицы коричневые стекают в поддон. Курица кипит. Запах идет обалденный. Даже на улице. Вот я вижу уже, в принципе, кругляшок становится оранжевым. А уже прошло. О, пропикал. Кругляшок оранжевый. То есть, если до оранжевой кондиции довести, а это у нас средняя прожарка, то можно вынимать. Прошло уже 17 минут. Процесс идет уже к завершению. Скоро, я думаю, загорится красный и пропикает. Можно будет вынимать курицу. Ну вот, пикает. И сейчас, я думаю, загорится красным. Он сейчас как бы моргает. Хотя непонятно, он не совсем красный. Он как бы между красным и оранжевым. Если продукт не вынуть, ну, когда будет в красном сегменте, то гриль становится в режим ожидания, вернее, в режим подогрева. И 30 минут это дело делает. Потом выключится. Судя по тому, что постоянно пикает, то это уже красный режим. Вот надо будет запомнить, что да, ну, в принципе, да, красный режим. Красный светодиод. Когда переходит из режима в режим, он просто один раз пикает, а тут вот постоянно. То есть уже продукт дошел до последней точки, до красного режима.
Все, можно вынимать. Будем вынимать курицу. Открываем. Вау, мне самому интересно было, как это выглядит курица. На дисплее видно? Сейчас я увеличу, наверное. Вот так она выглядит. Будем открывать. Снимать, вернее, с гриля. Так. Блин, а горячая. Для этого у меня были где-то палочки. Куда же я их положил? Вот они. Перец попал. Так. Курочка есть. Теперь нам надо выключить и протереть гриль. После того, как мы достали все продукты, желательно немножко ее остудить. Нажимаем красную кнопку. Красная кнопка, привычка. Кнопку выключения. Выключили панель. Можно ее слегка почистить. Я протру силиконовой кисточкой. Соберу остатки курицы. Они тут ни к чему. Люблю пригоревшие корочки. Так. Есть. Так, готово. Почистили. Закрываем гриль. Включаем. Выбираем ручной режим, потому что в ручном режиме готовятся овощи и морепродукты, потому что в меню их нету. Ну, хотя есть морепродукты, да, здесь есть. Так, ручной режим. Буквоем, мануал. Загорелся зеленым светодиод. Режим температуры мигает и кнопка ОК мигает. Выбираем нужную температуру нам. Для картошки это желтый. Вот, желтый, там красный. Оранжевый, вернее, красный. Нам нужен желтый. Нажимаем кнопку ОК. Светодиод мигает. То есть из белого в желтый. То есть будет работать желтый режим. Как только желтый режим будет активирован, вернее, подготовлен, скажем так, светодиод перестанет моргать и должен просто загореться желтым. Ну и, соответственно, должен пропикать что-то. Так как гриль выключалась ненадолго, то режим разогрева будет уже не 7 минут, а там, наверное, минуту, ну, максимум 2. И будем закладывать картошку. Вот пропикало. Светодиод горит постоянно желтым, то есть надо закладывать продукт. Начинаем. Тяжело, конечно, закладывать это дело в наклонную поверхность. Все это дело уплывает. Есть смысл, наверное, наклонить панель. Так, более толстые мы ложим наверх. Фу, вниз. Более толстые, да, вниз. Более тоненькие кусочки наверх. Картошки я не пожалел. Блин, картошки много. Надо закладывать по максимуму побыстрее, потому что гриль может перейти в режим выключения.
Придется, наверное, на 2 раза это дело делать. Да, на край уже картошку не положишь, поползла. Все, закрываем. Тогда будем готовить 2 раза. Закрываем. Оп, есть. Все, прижали. Ждем. Так, время я засек. Итак, господа, прошло 15 минут. Я тут периодически посматривал, проверял. Проверяем деревянной палочкой. Все прожарилось. Можно, конечно, ножом или вилкой, но тогда вы повредите антипригарное покрытие. Собираем нашу картошку. Сори, щипцов у меня нету, поэтому буду вот так вот деревянными палочками, лопатками собирать. Вот, сделаем вторую закладку, чтобы мне тут по нескольку раз не разжигать гриль. Все, вторая закладка есть. Прижимаем. Я увеличил температуру до оранжевого. Сейчас скажу, сколько это градусов. Температура просто увеличивается сегментом вот этим термометром. То есть был желтый, это у нас было 180 до 195 градусов. Я сделал оранжевым, то есть еще раз нажал термометр. Это 220, 235. То есть на 40 градусов я поднял температуру. Ну и картошечка получилась более румяной. Вот так выглядит приготовленная картошка. Ну, не со всех сторон, как говорится. Но вот это как бы прижалась с обеих сторон. Это за счет того, что она чуть была тоньше, поэтому с одной стороны полоски прожарки, скажем так. Ну, я и говорю, что тяжело нарезать строго одинаковой толщины. Будет там гулять миллиметр туда-сюда, поэтому не всегда у вас получится одинаковая. Вот, например, одинаковая толщина была, прижалась со всех сторон. Вот. Ну, в принципе, на первый раз очень хорошо. Курочка вот. Сейчас будем дегустировать, пока готовится следующая порция картошки. Вот такое у меня получилось блюдо. Вот такая прожаренная курочка, прожаренной картошкой. Ну а помидорки вдогонку в собственном соку. Вторая порция готовится. Оранжевый светодиод. Подожду 15 минут и буду тоже вынимать. Но пока дегустация. Ну что, будем пробовать, господа. Так, сначала курочка. Отменно. Полностью прожарилась. Да, я вижу. Картошечка прокалывается на ура. Как в духовке, в принципе, запеченная с корочкой. Так, хлебушек.
Я хлеб люблю, ем. Не поел хлеба, я не поел вообще. Картошку я не солил. Я как бы к соли равнодушен. Соленую пищу без проблем ем, лишь бы она была не пересолена. Ну, курочка со специями удалась на ура. Карри чувствуется. Кориандр. И черный перчик попадается. Даже немножко пересыпал черного перца, но я люблю острую пищу. Туман у меня тут. Моя охотничья собака бродит. Ждет косточку куриную. Жаль, камера не передает запахи и вкусы. Обалденно. Ну и помидорка. Вот что я забыл, это принести пиво. Старый мельник. Это не реклама, просто я его люблю. Темное пиво. Ну, на этом все, наверное, господа. Спасибо всем, кто досмотрел это видео. Наверное, может быть, длинное получилось. Опять диванные эксперты скажут, много болтовни. Много всего наснимал. Я, конечно, там сокращал. Но как есть, так есть. В общем, вы видели рецепт этой курочки. Все вначале было рассказано. Но сейчас все это дело съедается. Все. Увидимся в следующих видео. Будут еще другие рецепты по приготовлению различных вкусняшек с помощью вот этого гриля. От Tefal Opti Grill плюс XL. То есть максимальный большой размер. Все. Всем удачи.